Меня зовут Етерин Влад, я являюсь системным администратором группы компании CNET и вообще занимаюсь программированием уже на протяжении последних 6 лет. Сперва начинал с веб-разработки, сайты и так далее, перешел потом к мобильной разработке, писал для iOS и в итоге пришел к тому, чем занимаюсь сейчас. В основном я занимаюсь написанием приложений для внутреннего использования, автоматизацией внутренних процессов, поддержкой сервисов, серверов, и вот подобное. Какими путями я учился? Началось, естественно, все в школе. У нас были уроки программирования, где мы изучали Pascal и какие-то базовые вещи. Со временем я поступил в университет, изучал программирование там, но самые эффективные плоды, самым эффективным источником знаний было самообразование. Практически все знания, которые у меня сейчас есть, и, как я думаю, практически у всех программистов, они связаны именно с получением знаний самостоятельно. До 4 класса я мечтал стать поэтом. Но в 5 классе нам вместе с моими братьями подарили компьютер. Первое, что мы начали делать, это, естественно, компьютерные игры. И тогда я подумал, мне игры нравились, и нравилось в них играть, и тогда я подумал, что раз я играю в игры, мне это нравится, то наверняка есть люди, которые делали эти игры, и это наверняка намного круче. Тогда я еще не знал о таких людях, как программисты, геймдизайнеры, тогда я знал, что делать игры наверняка это классно. Именно поэтому я тогда и решил стать программистом. Что самое интересное в моей работе, я думаю, задачи. Каждый день появляются какие-то новые задачи, каждый день приходится изучать что-то новое, новые технологии, новые процессы, новые знания, всегда есть что-то новое, и каждый раз задачи могут быть даже похожи друг на друга, но каждой нужен свой собственный уникальный подход. Редко бывает, когда ты выполняешь одну и ту же работу из дня в день и начинаешь закапываться в какой-то рутине. Конечно, и это тоже бывает, но по большей части это у нас именно задачи. И также мне нравится, снова же, это безостановочное развитие, то есть постоянно нужно что-то учить. Отсюда вытекает и вторая любимая часть программирования – это творчество. Может показаться далекому от программирования человеку, что программирование – это что-то техническое, это что-то сухое, это какая-то математика или что-то в этом роде. Но нет, программирование – это определенно творчество. Создание программы действительно очень похоже на, например, написание картины или съемку фильма, написание музыки. В процессе ты начинаешь из ничего, используешь какие-то базовые вещи, как кисти, краски, и в итоге у тебя выходит что-то, что живет само, и это шедевр. Очевидно, нужно начинать с азов, то есть если вы совершенно новичок, ребенок или даже, может быть, взрослый, который готов начать свой путь, то обязательно нужно начинать с азов информатики. Изучить, что такое компьютер вообще, выучить какие-то базовые функции работы языков программирования, как это работает. После этого уже попробовать себя в чем-нибудь более сложном. Например, попробовать написать свое первое небольшое приложение или там какую-нибудь программку для Android, например, что делать не очень сложно. Обычно как раз таки с простых таких вещей и начинается путь в большую разработку. Вы начинаете делать что-то маленькое, вас это зажигает, вам это нравится, и вы шаг за шагом начинаете двигаться дальше. Но не стоит забывать, конечно же, что нужно постоянно учиться. Нужно постоянно развиваться, потому что программирование очень энергичная сфера. Каждый день появляются разные технологии, языки программирования, фреймворки или что-то в этом роде, и нельзя ни в коем случае отставать от всего этого течения. Программирование – это невероятно творческая и перспективная область. И даже если ребенок решит, что ему не по пути с разработкой, то это как минимум разовьет в нем умение мыслить креативно, умение анализировать, находить шаблоны и оптимизировать свое время. А если же человек полюбит программирование, как однажды полюбил его я, то это откроет для него невероятный мир, полный интересных людей и открытий. Всем удачи, и я надеюсь, вы присоединитесь к нам, программистам.